Сейчас, когда все мы на самоизоляции, как никогда актуальными становятся простые, вкусные и, конечно же, бюджетные рецепты. Сегодня мы решим эту с вами проблему. Будем готовить завтрак, обед и ужин из обычных, доступных всем продуктов, кстати, экономичных. Меня зовут Мария Мироневич, вы на канале «Как похудеть», и давайте скорее начинать готовить. Конечно, первым будем готовить завтрак. Обратите внимание, сковорода сухая, масла я не добавляла. Загружаем сюда 60 граммов овсяных хлопьев Геркулес. Это те хлопья, которые требуют варки. Это на одну порцию, на одного человека. Овсянку я помешиваю для того, чтобы она на сковороде поджарилась равномерно и, конечно, не подгорела. Это очень быстрый процесс, около 2 минут, и все будет готово. Прошло 2 минуты. Слегка обжаренную овсянку я заливаю 250 мл воды. Как вы видите, она сразу у нас начинает кипеть. И я ее накрываю крышкой, чтобы она у нас упарилась. Оставляю до готовности Геркулеса. Прошло 15 минут, овсянка наша почти готова. Лишняя вода выпарилась, немного солю. И отправляю 20 граммов вот такого красивого крупного изюма. Теперь остается накрыть крышкой. Газ я уже выключила и оставляю на 3 минутки для того, чтобы изюм распарился. И наш вкусный и полезный завтрак будет готов. Ура! 3 минуты прошло, наш завтрак готов. Посмотрите, как увеличился в размере изюм. Он выглядит очень аппетитно. Каша будет вкусная, полезная, ароматная. И, кстати, на сковороде готовится очень просто, я так часто делаю. Еще отличный вариант приготовить кашу в мультиварке. Я так делаю, готовлю ее с вечера. В общем, овсянка по-всякому хороша. Ее можно готовить в разных вариантах, и всегда она вкусная и полезная. Я такую овсянку ем с ложечкой меда. Поливаем всю эту красоту медом и едим. Приятного аппетита! Завтрак мы с вами приготовили, я уверена, он вас зарядит энергией и отличным настроением до самого обеда. И сейчас мы с вами будем готовить обед всего из 3 ингредиентов. Простой, вкусный, полезный и, что немаловажно, экономичный. Начинаем! Готовить мы будем опять в одной кастрюле. Я уже налила 2 столовые ложки растительного масла на дно кастрюльки и включила самый медленный огонь. Пусть разогревается. Одну среднюю луковицу нарезаю мелким кубиком. В разогретое масло загружаю лук. Он у нас сразу начинает шкварчать. Это замечательно. Распределяю по дну и продолжаю готовить. Еще у меня есть 2 симпатичные средние морковки. Натираю их на крупной терке. Соединяю морковку с луком, перчу, по вкусу, конечно же, и перемешиваю. После этого оставляю овощи пассероваться на 3-5 минут. Овощи вот так замечательно шкварчат, прошло 5 минут. Загружаю туда горох, у меня обычный самый колотый, его у меня 400 граммов. Я его промыла, замочила, лишнюю воду сейчас я слила. Отправляем его в кастрюлю и заливаю его уже горячей водой, чтобы наш супчик готовился быстрее. Объем супа я довела до 2,5 литров. Теперь накрываю крышкой и оставляю готовиться на самом медленном огне. Иногда помешиваю для того, чтобы супчик не пригорел. Прошел ровно час. У меня горох замечательно сварился. Теперь самое время посолить по вкусу. И еще я добавляю копченую паприку 1 чайную ложку. С такой приправой никакие копчености не нужны. Получается очень ароматно, вкусно. Просто обожаю эту приправу. Именно к гороховому супу она подходит просто отлично. Теперь все перемешиваю. Оставляю еще на минутку для того, чтобы соль растворилась и приправа. И будем накрывать наш обед. Наливаем наш аппетитный гороховый суп в тарелку. Именно такой суп я и люблю. Когда горох замечательно разварился, суп получается по сути пюре, тут даже совсем не нужен блендер. И, конечно, если вы хотите приготовить такой супчик побыстрее, очень удобно использовать мультиварку. Если нет мультиварки, то просто время, которое, кстати, у нас во время самоизоляции у всех есть. И супчик варится на плите, периодически его просто нужно помешивать. Конечно, к любому супу, в том числе к такому ароматному наваристому гороховому, отлично подойдет зелень, но у меня ее, к сожалению, нет. Если у вас она есть, просто отлично, супчик станет только вкуснее и полезнее. Приятного аппетита!
Обед мы с вами приготовили, замечательный, вкусный, а теперь мы с вами приготовим ужин. Кстати, ужин мы с вами будем готовить в одной сковороде, использовать минимум ингредиентов, несмотря на это он получится очень вкусным. И, кстати, ужин мы тоже приготовим без мяса, вот такой у нас сегодня экономичный формат. Начинаем. У меня одна средняя луковица, я ее нарезаю сначала вот так, затем нарезаю ее мелким кубиком. На сковородке я уже разогрела 2 столовые ложки растительного масла и отправляю туда нарезанный лучок. Распределяю его, чтобы он начал золотиться, и продолжаю подготавливать продукты. Морковку натираю на крупной терке. Соединяю морковку с луком и перемешиваю. Еще у меня в условиях самоизоляции осталась половинка красного сладкого перца. Его разрезаю на 3 части, а потом тоненькой соломкой. Отправляю перчик к луку и морковке. Перчу, у меня смесь перцев. Перчу, конечно, по вкусу. И теперь перемешиваю для того, чтобы и специи распределились равномерно, и овощи пассеровались. Теперь оставляю все это на 3 минуты на среднем огне. Овощи уже пассеровались, 3 минуты прошло. Самое время добавить соус томатный. Ссылка на него появится в правом верхнем углу. Намного вкуснее, чем кетчуп. Следом за соусом добавляю 250 граммов фасоли, у меня замороженная. Если у вас есть, вы можете использовать консервированную. Убавляю огонь до минимального, для того, чтобы фасоль у нас размораживалась. Теперь накрываю крышкой, оставляю на самом медленном огне на 5 минут. За это время овощи у нас немного потушатся, а фасоль разморозится. 5 минут прошло, открываем крышку. Как мы видим, фасоль разморозилась. Все хорошенечко перемешиваю. Добавляю сюда 250 граммов макаронов из твердых сортов муки и наливаю 700 миллилитров воды. Если во время приготовления понадобится, я добавлю воды еще. И для того, чтобы все готовилось быстрее, воду я налила горячую. Их немножечко приминаю, чтобы они у нас оказались в нашем фасолево-овощном соусе. И накрываю крышкой на 7 минут до готовности. Естественно, на ваших макаронных изделиях будет написано то время, которое ваши макарошки будут готовиться. У меня это 7 минут. Ура, наши макароны готовы, скорее отправляем их на тарелку. Посмотрите, какие они красивые. Так готовить макароны я люблю не только из-за того, что ленюсь и не хочу пачкать лишнюю посуду, а еще потому, что макароны получаются очень вкусными. Пока они готовятся, они напитываются соусом, напитываются вкусами, ароматами и получаются невероятно вкусными. Если вы не готовили так макароны, обязательно попробуйте. Это очень вкусно и, кстати, экономит наше время. Приятного аппетита! И, конечно, какой же вкусный ужин без вкусного овощного салата. Салат вы сейчас увидите простейший, всего 2 ингредиента. Но это как раз те варианты, которые во время самоизоляции очень сильно выручают. Набор продуктов минимальный, а получается вкусно, просто и, конечно, полезно. Начинаем! 300 граммов тыквы натираю на мелкой терке. Вообще тыква это то, что нас очень сильно выручает во время самоизоляции, потому что может храниться без холодильника. У меня еще пара тыкв в кладовке. Еще у меня есть 2 зеленых яблока. Я их очищаю от кожуры. Она нам совсем не понадобится. Яблоко я натираю на крупной терке, для того, чтобы, если натереть просто его на мелко, у нас получится с вами яблочное пюре, а нам все-таки нужно натертое яблоко. Поэтому я тру на крупной терке. Заправляем наш салат. Первым делом добавляю чайную ложку лимонного сока, для того, чтобы яблоко не потемнело. Следом добавляю столовую ложку растительного масла, у меня обычное рафинированное. Еще добавляю столовую ложку соевого соуса, 3 зубчика чеснока. Если вы не хотите с чесноком, можно добавить чайную ложку горчицы. И еще добавляю зернышки кунжута. Остается только перемешать, и наш вкусный, простой и очень полезный салат к ужину будет готов. Благодаря заправке яблоко не будет таким сладким. Оно впитает в себя и соевый соус, и лимонный сок, и получится очень вкусно. Соль по желанию. Мне, например, хватает того количества соли, которое в соевом соусе. Вот и готов наш простой салат. Яблоко с тыквой. Это очень вкусно. Как всегда, все дело в заправке. Обязательно попробуйте, ведь это так просто и на самом деле очень-очень полезный салат. Я его просто обожаю. И в такие времена он очень сильно выручает нашу семью.
меню. Кстати, если вам нравится видео формата меню на день, обязательно поддержите нас, поставьте, пожалуйста, лайк, нас это всегда заряжает дополнительным позитивом и энергией. Вы очень много вопросов еще задаете о том, как я питаюсь, как изменилось мое питание во время самоизоляции, поэтому ответы на все ваши вопросы, кстати, которые вы напишите еще и под этим видео, будут в завтрашнем выпуске «Бодрого утра» с Марией Мироневич. Я расскажу, как изменилось мое питание. Мы уже больше 3 недель на самоизоляции. И если вы до сих пор не подписались на канал, обязательно это сделайте для того, чтобы не пропускать новые, разнообразные, интересные, ну и, конечно, вкусные видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы их точно не пропустить, и вам пришло оповещение о том, что мы уже что-то интересное или вкусное сняли. Вот здесь появятся наши новые, полезные и интересные видео. С вами была по-прежнему, как и вы, самоизолированная Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, здоровья и, конечно, вкусного меню.